Друзья, всем приветствие. А вы на канале BioStream, с вами Михаил. Продолжаем мы Horizon Zero Complete Edition прохождение. У нас 16 серия, 16 стрим прохождения. Приятного всем просмотра, хорошего вам дня. Так, у нас по заданию. Смотрите, я сейчас скажу такую точку зрения свою. Она немножко томительно начинается быть, потому что, ну, типа, дофига вот этих побочных, это, опять же, мое мнение, томительно становится, типа, вот это вот все беготня, возня. Поэтому предлагаю по большей части окунуться в сюжет, проходить по сюжету. У нас сейчас тут какую-то побочку я вчера взял. Помочь узнать, что там, почему нападают коршуны на деревню. А далее я предлагаю идти, да, вот где-то у нас вот здесь вот сюжет. И пойти по сюжету. Потому что каждую тут вот эту вот забирать, что-то там бегать. Но вот, возможно, зараженные зоны еще как вариант. Можно походить и в плане ачивок вот этих вот длинношеев позахватывать. Ну, типа, чтобы навыков нам дали. Поэтому пока такие планы. Вот. Спасибо вам за поддержку большое. Так. Подожди. Откуда у меня уже десяток-то камней? Вчера ж нормально все общались, все выкинул. Понять не могу. Да, по поводу ВК я вообще не вижу что-то никакого смысла. Что там, чего там. Там все как стоит, так и стоит. Типа я к тому, что если там кто-то смотрит, вы хоть пишите, что там кто-то есть, потому что, ну, обратной связи никакой. Скажем так. Если вас устраивает там смотреть, буду, значит, ради того, что вы там сидите, подрубать там поток. Но я, в принципе, изначально к этому был не особо расположен. Вроде как поддержка какая-то, а какой-то поддержки, ну, типа, с платформы я не ощущаю, честно скажу. Вы уж не обессудьте, но если есть обратная связь, то хоть что-то черканите. Так, коршуну. Коршун у нас где-то там... Да крокодилы, ладно. Крокодилы сейчас побегают, успокоятся. Мне главное этих деревяшек набрать. Они сами по себе отстанут. Та-та-та-та-та-та-та. Так, 190 метров. Неплохо. Вот те самые коршуны пошли. Да подожди-то, брат, я стрелу для коршуна зарядил. Видать, не понял. О. Все, сгорел. Сгорел. Следующий. Ну ладно, пойдет на разбор. Что там у меня по предметам? Так, модификация. Естественно, разбираем для экономии. А по предметам давайте смотреть. Опять гуси, шкуры, жвачники.
Где у нас тут некие проходы-то? Там все нормально, слышно, видно, друзья? Понятно. Не проснулись, просыпаемся. Так, смотри-ка, где-то есть костерок. А, я вспоминаю, он вчера сказал, что он был где-то на древних руинах каких-то, и, ну, типа того, нашел вот этот сенсор, который дал мастерская где-то рядом. лагерь Надо Прохиндея. обойти завал. Короче, он нашел где-то какой-то артефакт, притащил его в деревню, поставил, и он не мог его выключить. Я вспомнил эту тему. Сейчас, 5 секунд. У меня вчера каким-то чудесным образом после игры почему-то настройки этого драйвера поменялись. Я не понял как. Я захожу, у меня изображение на рабочем столе вообще какое-то непонятное. Открываю видеодрайвер этого NVIDIA, смотрю, а там у меня вообще настройки не те, которые я по умолчанию, допустим, использую. Ну, проветришься, заходи. Итор, приветствую тебя, хорошего дня. Добро пожаловать. Привет, сыграла в Вальгалу. Хорошая игра, пока что только в Норвегии. Ну смотри, там она-то да, тебе поначалу, вот в плане сюжета она тебе зайдет, я думаю, если ты вообще как бы любитель этих серий. Вот, а дальше она тебе скажет, давай-ка сходи в набег, по крабе это, по крабе то, ну то есть типа лутер начинается. Без лута никуда. Речные набеги, да и вообще в набеге. Вот, а так в плане заморочек, там можно заморочиться, вообще броню какую-то хорошую найти. Стоп, а как же тогда, если я заберу, как назад-то? Торыч, там нормально слышно, видно? У меня что-то, вот тут чувство, как будто я когда запускаю каждый раз стрим, у меня настройки микрофона совершенно не те, которые я настраиваю. Непонятно почему. Может мне просто уже такое это... Как она? Паранойя, блин. А так Вальгалла, да, как бы новый движок, новый... Ну, нет, может движок я сейчас напутаю, может быть не настолько новый, но графически там, по сравнению с другими частями, если ты вообще заметил, там с первого по второй по третью, там как-то все графически и геймплейно, и визуально менялось. Допустим, первые там 3 части, потом последующие 3 части. Слышно тебя нормально. Спасибо, спасибо. И вот как ты знакомишься... О, бурдюк, да? Так, ладно, а после... Там нет больше никого, разве? В общем, главное, чтобы она тебе не наскучила. По визуалу там все в порядке, по геймплею там все в порядке. Не наскучила в том плане, что тебе сходи туда, сходи сюда. Еще кто-то. Тебе нормально. Все, спасибо, спасибо. Спасибо за обратную связь. Не дотянул тетивы. Ох, сегодня прям хорошечно так выспался, поспал, прям, о, давненько не было, аж потянулся еще. Наверняка
этот буревестник тут из-за приманки. Надо найти и уничтожить устройство, тогда он улетит. Буревестник из-за приманки. Так, стоп. Надо найти устройство и уничтожить. Почему я его просто не могу забить? Скажем, до смерти. Так, детали. Не пойму, я не попадаю, что ли? Вот, сейчас попал. В старых частей, конечно, это не Ассасин оригинальный. Да, по-моему, старой части есть оригинала больше. Это скорее уже новые, там где-то в каких-то моментах они не похожи на старые. В диалогах там или в действиях. Они как-то, понимаешь, как по мне, они развернули типа новые серии. Тут чувство, что как будто предыдущие части это были, ну, я как понимаю, как знакомство вообще с целым серией. А в новых уже начинает там историю какую-то там развертывать. Кто, где, чего, кто они такие там в целом. С приманкой. А теперь пойдем с приманкой разбираться. Постоянно не могут принять, хотя сюжет геймплея части гораздо лучше. Старых гораздо лучше. Не, я не сказал бы, что старых гораздо лучше, но он есть. Там просто оптимизация, возможно, на наше время нехватка. А по поводу новых частей, как по мне, наоборот, новые помягче геймплей. Ну, поинтереснее, визуально. Так это нормально. Ты чё, я пока проходил, мне вообще говорили, что Black Flag это первые 3 части, типа, это норм серия. И Black Flag это самая нормальная серия. Ну, как я понял. Высказывания, типа, ребят, которые заходили. Больше никого не приманит. А теперь мастерская. Мне лично, как игроку, скажу так от себя, вот, мне как игроку, мне было интересно чисто сюжет. Вот геймплейно я все привыкал, там играл. Значит, эти приманки изготовил Дервал. Он умен и опасен. Пора назад в смоляной утес. То бишь он сам, что ли, это все сделал? Смотри, а сказал, я, говорит, нашел это, типа, да?
по приманкам. Вот так вот. Да я, говорит, что? Да я вообще, говорит, ничего. Ну, типа, я нашел эти приманки. Че сюда коршуны летят? Такой, ла-ла-ла. Со стороны мы бы не справились. Без помощи со стороны мы... Ой, Русланчик, извиняюсь, Русланчик, приветствую. Руслан, пункт. Мое почтение. Спасибо большое. Хорошего вам дня, друзья. Русланчик, ну ты как там у тебя? У тебя-то хоть есть какой-то там сдвиг, рост, что ли, я не знаю. А то что-то у меня уже прям разочарование идет с этим. Так, ты чё? Меняется-то эта метка. Могу тебя обрадовать, я нашла и разбила еще одну приманку. Думаю, последнюю. Ну, гнев и пламя, девочка, ты Чё нас по часам? спасла. Там что-то 3600, по-моему, из 6000. Знаешь, что она последняя. Мастерская, где я ее нашла, заброшена. Не бойся. 4К, говорит, осталось. Хорошо. Все мои ребята пожали бы тебе руку. Руслан, я фиг его знает. Сейчас. От имени всего Смоляного утеса благодарю тебя. Ну все, он нас отблагодарил. Зачистите зараженную зону. Ну давай зачистим. Я чё, против, что ли? Я не знаю, Руслан, там только чисто зарплату, но надо экспериментировать. Надо типа какой-то донат привести и подписку, и посмотреть, с чего у тебя будет идти 4К. А так это зарплата привет и погнал втюхивать. Ну типа потом выведешь все равно на 2000 больше условно. Но учитывая, что я предположу, как мне кажется, потому что все, что идет через Donut Alerts, там комиссия 10%, хотя до этого, по-моему, была 7%. Врать не буду. Но, короче, сейчас 10% комиссии. То есть, условно, если ты потратишь 4, 10% это у тебя снимут 400 рублей, ты выведешь 3600. Вот, но при этом ты получишь двуху от платформы, да, и учитывая минус 400, ты в плюсе на 1600. Стоит оно этих заморочек? Ну, не знаю, возможно стоит, возможно. Карман не тянет. Ты смотри уже как бы по своему субъективному. У меня тут перерасчеты за одну квартиру, блин, за отопление. Ты чё там за 7 косарей улетела? Там 6700, если быть точным. За год перерасчитали. Я сейчас гол как сокол. Я прям вообще ничем никак. Минимум гораздо интереснее, чем постоянный стелс. А, ну в этом плане да. Слушай. Тут червяк. Типа топоры, там копии. Ну да, как бы выбрать есть еще. Там, кстати, по поводу имбового оружия. Насколько я ознакомлен был, там эта копия как имба считалась. Отлетела! Что там отлетел-то? Тут, короче, их двое, друзья. Я так. Что-то навскидочку. Залезу-ка я на гору. Вам не напоминает фильм «Дрожь в земле»? Мне напоминает.
Только динамита у меня нету. Чтоб червяков этих бахать. Сейчас я ему настакаю. Ой. Я попробую, как они платят, и расскажу. Я на трой и в... Чё? Я на трой, я в воздух пуливаю. Ладно, я понял. Короче, что-то там это самое описался. Хорошо. Получал копье Одину в Вальгале. Приветствую, Каспер. Хорошего дня. Ну, в общем-то, там какое-то копье имбовое. Я уж не помню, с чем я проходил. Ну, говорит то, что смотрел. То, что пробовал. $1600 в хвост. А, все. Горишь? Лази. Ему, по-моему, сначала надо было второму червяку тоже броню позбивать. А я не успел. Загорелся. Ну все, зараженная зона закончилась. Фух. Десять тысяч опыта. Минус гораздо тем, что-то... Вот, да, я про это говорю. Ты можешь там, по-моему, в стелс идти смело. Можешь во что угодно, как тебе захочется играть и бахать. Хочешь стелс, хочешь не стелс, хочешь с топором, хочешь с копьем. Там, по-моему, с луком, я не помню, что. Ты вроде как слабые места выделяешь. Снимаешь броню. Щитом, там, 2 топорика. Что-то такое. 1 двуручный. А, я, по-моему, с двуручником ходил. Он, типа, более медленный, потом сильно бьет. Потом еще на что-то поменял. Тяжесть. Так, огневолков поражено... Нет, это обучение нам с вами не надо. Поражено. Мне, по-моему, по сюжету... Я сейчас попытаюсь найти. Вот. Вот в эти руины. Сейчас продолжу проходить. Хорошо. Приятного времяпровождения. Самое главное, там сюжет. Там рассказано вообще, кто такие древние. Там еще что-то, но это надо вникать. Но смысл всего этого древнего ордена, это как пошли эти тамплиеры, и они, типа, ставили во главе, как там, Англия, еще какая-то, Норвегия, короче, там, типа, по землям, да, там, бароны или кто они там, руководили своими землями. Они ставили во главе одного, потом другого, и сталкивали их лбами, чтобы они там, типа, войну между собой устраивали. Ну, такие вот тамплиерчики, да. Нехорошие. А, я мяско вчера выкинул. У меня теперь нет аптечек. Так, в этих руинах я был как-то однажды. Да, и здесь тоже, по-моему, должен быть у нас... Как он? Баллон, да, чтобы получить броню ткача. Но баллона я брать не буду. Я понимаю, что он в этих руинах. Еще в чате писали, что во всех руинах находятся эти баллоны. В основном.
Я сползаю. Они и внутрь пробрались. Двенадцатый уровень, зараженный рыскарь. Ух ты! Отмынить прибор. Все готовы. Теперь надо тут осмотреться. Ну, там типа в разных частях по-разному. Там сами, как это сказать, в наше время сами эти, что тамплиеры, что ассасины могли сойти с ума от мощи этого артефакта. Притечь. Операция «Свобода». Ну, в целом, что несет каждая из них организация, Но закончилось все плачевно. уже сам каждый себя выводы делает. Ну что ж, вот так, оказывается, выглядит. Привет, привет. Хорошего дня. У нас 30 секунд. Битва, застывшая во льдах и во времени. Каждый типа записал это голосовое сообщение, да? Вот видите? Он прорвался. Титан прорвал оборону. Он приближается. Чтоб тебя! Живой и сдохнет! Мы не можем маневрировать. Он нас сметет. Мы должны держать юг и оттеснить противника. Ты это видишь, Сайленс? Сайленс! Сайленс смылся. Вчера, да, нас с нами связался Сайленс, который видит через наш визор, что мы куда делаем, действуем. Яна какая-то. Сайленс, ты это видишь? Что именно? Все эти солдаты здесь погибли. Люди гибнут каждый день. Найди что-нибудь заслуживающее внимания. Пойдем, найдем. Какой тут 18 уровень, да? Здесь, видимо, спали солдаты. Похоже на общий дом сердца матери. Запись. Третий бой за Калифорнию Марин. Рой шел с Тихого океана и, не знаю, то ли местное ополчение, то ли ребята из Безумной 15. Подпалили мусорное пятно. Все море полыхало. Это было как... По ботам в первом эшелоне стекал горящий шлам. Мы выиграли час-два, долбили их на берегу, а потом Рой перестроился. Мы заманили их вглубь суши по городским кварталам. Сбрасывали их здания, били электромагнитой. Стандартная тактика. Когда я была в Калифорнии, мне было лет 5-6. Там освещение, как тот винтажный фильтр для социалок, который все ставили в 40-х. Вчера узнал из сюжета, может, кто не был, кто был. В общем-то, роботы, когда взбунтовались, начали всю биомассу, короче, куда-то, в общем, истребление. Дельфинов там, как нам рассказал там один из ключевых персонажей, дельфинов как в этот, в блендер замешал, все вот это вот, расфигачил их там, и куда-то, я не знаю, там на свои потребности это все. В общем, уничтожение шло человечества, все живого. Запись. К первому бою на восточном побережье мы долго готовились. Это было еще до Калифорнии Мария, и по востоку прогнозы Что были это за куда место? хуже. 3 недели нас гоняли в какой-то прибрежный городок, чтобы мы тренировали ополченцев. Все время шел дождь, ведь Европа уже горела. Целый квартал из сборных казарм. Их печатали вплоть до того момента, пока не ударила основная группировка. Угу. Ополченцами мы проводили занятия на их родных улицах. И делали вид, что если они усвоят приемы, смогут умереть где-нибудь в другом месте. Хуже Спасибо за всего, обратную никогда связь, не спасибо, ребят.
И все спрашивали нас про новый рассвет, как будто мы знаем больше них. Честное слово, чем дальше, тем больше мы сами походим на ботов. Только вот они с каждым боем умнеют, а насчет нас я не уверена. Новый рассвет, в общем, это было какое-то некое ополчение. Так, что вот это я могу прочитать-то, нет? Наин, приветствую, спасибо за фоллоу. Новый рассвет — это некое ополчение, которое пыталось против роботов как-то противостоять. Потому что один накуролесил, вторая пыталась Спасибо за письма. исправить. На службе время летит быстро. За 4 месяца уже сколько? 20 высадок? По всему западному побережью. С нами тут рекруты из гражданских, щуплые. Хорошего дня, приветствую, приветствую. Никакой подготовки. Вот вам излучатель. Увидите У бота, них была мебель стреляйте. из железа? Но все равно как-то Разве это держатся, ребята. удобно? Это был Вот шестой железный бригадой мир. завалили Видимо, бронолитием они так печь. привыкли. Пришлось потом быстро отступить, но как этот громила вспыхнуло. Надеюсь, это показали в новостях. Пусть люди знают, у нас все-таки есть шанс. Надо только выиграть время для нового рассвета. А потом все снова станет как прежде. Что-то они одновременно говорят, а это куда, зачем это? Ладно, не буду я лазить покуда. Я потом все полазю, посмотрю. Всего одна кровать. Может, это комната их вождя? Комната их вождя, давай посмотрим. Сарая. Вчера вечером разговорились, вспоминали 55-й. Я тогда была пацанка, все пару лет, как из учебки. Общий сбор в ангаре для дронов. Лето на небе не облако, жара убийственная. И нам говорят, все корпуса с живой силы распускают. Теперь везде будет автоматика. Мы устарели, пора на свалку. Еще миллион на базовом подходе. Что-то к столетию репрессий типа помогать строить роботов, которые отняли у нас работу. А кто умеет... Короче, людей списали, простыми словами. Все поставили на искусственный интеллект. А выходит так, что мне как раз таки и надо туда, в ту, видимо, яму. Приветствую, Гризли, приветствую. Хорошего дня. Спасибо за фолл. Походу мне сюда и надо. Просто больше-то и некуда. Бабочки, змеи. Как у Руслана, там кот растянутый в чате. Который растягивает какими-то там этими смайликами. Так, сюда. Да, идут к источнику питания. Неплохое оружие, щит. Да, там и щитами можно дубаситься. Там можно 2 щита поставить. Такс. Ценные сведения. Вверх-вниз, влево-вправо. Вверх. Вниз. Влево. Вправо. Да не ты. А вот этот вот. 3 кабеля, 3 источника. Это первый. Это первый. Вверх-вверх, вниз-вниз. Уже 2. Еще 1. Такие незамысловатые тут задачи. А вот здесь вот, я смотрю, нету подсказки, возможно.
Защищенный порт с голографическим дисплеем содержит информацию в настройках для отпирания ближайших голозамков. Доложите специалисту ошибка, типа в настройках. Так. Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание о природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Сейчас, подождите. Я понял, что вправо-влево. Ну-ка, еще раз можно? Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. На север летом. Слышать поэтическое послание о природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Так, подожди, на север летом. Первый, значит, вверх. Вверх, сейчас еще раз. Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание? Все, ладно, я понял, по-моему. Да, стой. Север это вверх, на восток это у нас справа. На запад влево. И это вниз получается, на юг. Так, есть. Вроде сработало. Да, все нормально угадали. А что внизу? А внизу что-то непонятное. Крокодилы, бегемоты. Мне надо было туда выходить. Я не знаю, зачем я перепрыгнул. Честно скажу. Тут же дверь-то как раз-таки была закрыта. Я слышу шум и голоса. Затмение. Видимо, есть другой вход. Добудьте топливные элементы. Чего это? В общем-то, я добыл топливный элемент сейчас за дверью. Да, это они. Они не ищут ответов. Только оружие. Я только не понимаю, что я их боюсь-то? Опа! От тебя нет. Да я ж не вижу ничего тут, брат. Все, разорвало. Хорош. Бывает, да. Я ж метки. Если не будем драться, нам всем...
Вот как они сюда прошли, да? Ты, то есть топливные баки, там все вот это вот загадки-разгадки. Они уже тут. Не нужно нам ваше оружие. У нас свое хорошее. Но если что, я в курсе, где оно лежит. Что-то тикает, тикает. Где-то бомба, да? Или что это? Ух ты, одну аптечку, да. Вот это, о, да, вот эти штуки. А, это танк. Я перепутал. Вчера дрался с каким-то типа дроном. Ну, тоже на наши военные технологии похоже. А теперь? Все, понял. Ну и все, начало. А ты на какой сложности, кстати, играешь-то? Там же сложность тоже очень много влияет. Ну, любишь, типа, пострадать вот в этом плане? Задействовать консоль. Сейчас задействуем. Что это такое? 65-й год, конфиденциальная информация, операция «Ответный удар», Ирина, штат Невада, силы самообороны, механизированные батальоны вступили в бой с передовыми частями север. Так, боевые действия. И вот тут, наверное, потом вышел фильм «Тихоокеанский рубеж». В общем-то, они подраться потом решили. На легкой. А как же это? Ну, страдания в игре. Так, друзья, сейчас один момент. Хочу чихнуть. Быстренько дышнуть. Я много времени не занимаю. Сейчас.
Поехали, помчались. Смотрим. Что это? Это карта Карта чего? мира. Планеты Земля, Элой. Мир не плоский, как ты думала. С чего бы мне так думать? Когда случается затмение, тень на Луне. Дай бог, чтоб хватило. Значит, мир шар. Ты еще в Асгарде будешь долгое время бегать. Тоже не забывай. Обсудим это в другой раз. Не отвлекайся. А там тоже такой мини-мирок. Планили мир, пожирая все на своем пути. И как-то Элизабет их остановила, пока не стало поздно. Ну, типа врач, который пытался машину остановить. Элизабет. На которую мы похожи. Я вчера предположение кинул, типа, что она свои гены оставила для нас. То есть, а машины создали нас как из биомассы или из чего-нибудь там. Ну, такое предположение чисто, друзья. По всему миру, говорит, 100 часов. Там, Еторыч, там один мир, как бы основной. Речные набеги, там тоже двух видов. Одни идут с наемниками, ты как бы в другой, получается, локацию попадаешь. Плюс Асгард тоже другая локация. Кто тут? Кто тут? Вот это машина. Мне вчера сказали, что я только половину сюжета в данной игре прошел. Половина. А я столько в DLC времени, ну, в целом, поиграл. Затмение со своим железным бесом. Бес. Они же не решили его пробудить? Поберегись! Типа опять дрона этого позвали. Солнце и тьма! Еще один хопиш. И он двигается. Да, он от перегрева, от молнии. Так. Нам что делать? Нам спускаться как-то надо. Секунду. Можем огоньком подгреть, потому что огонек все-таки... Блин, а вот он от чего у него резиста? Понял?
Давай, нагреваем, нагреваем, друзья, его. А, вот они, ракеты. Получилось. Все, что ли? Значит, тем солдатам Понял? приходилось сражаться с сотнями таких роботов. Понял? Ютубер Кукулезник. А он нагревает тебя. А я его. Приветствую, хорошего дня. Вот это я ник, я извини, я еле вычитал. Ютубер Кулезник. Да, он меня... Ну тут я понял, тут типа слабые места, нагреваешь его, потом бьешь. Сейчас мы посмотрим в плане лута, что тут можно собрать. Просто ютубер можно. Хорошо, хорошо. Нужно было взять телегу. Да, нам вроде и без телеги нормально. Но это уже вторая машина, типа, понимаешь уже, как драться. И против огня ставишь резисты, и нормально. Вроде урона не так много входит потом. Возьму в дорогу. Так, теперь давай с самой машины, что там можно вытащить. От заражения, электричества. Кристальная оплетка. Сейчас сломаем тогда что-нибудь. Предметы. Ресурсы. Это светящиеся, это не то. Вот вот эти вот моменты поломаю. О, Русланчик опять кота растягивает. Это как это в других чатах, да? Кто-нибудь один сделал смайлик и погнали все юзать. Ну а чё? Раз можно. Так, еще. Что-то дособерем. Так. Куда нам тут? В какие палаты? То ли тут так все сожжено, то ли тут такой мороз прям. Текстовая запись. Деградация биосферы, несмотря на повысившую боевую эффективность сил самообороны, достигнута тяжелой обороны, победа на центральноевропейском, антарктическом, тихоокеанском, скорость распространения чумы Фара остается прежней ровно. Ну, понятно, короче, Фара типа был военным, где все пошло не по плану, вышло все из-под контроля. А Элизабет пыталась все это дело утихомирить. Так. Еще одна новая комната. И спустя столько лет все это работает, на удивление. У меня уже много вещей. Сердце машины, стележок. Сейчас.
Вот, то чувство, когда уже осколки, в принципе, не особо нужны. Они все копятся и копятся, да? Так, это что за панель? Аудиозапись. Доктор Собек, как и ожидалось, на участке вычета произошел прорыв. К вам идут 5 титанов класса ГОР. Контакт Титаны. через 34 часа. У меня все готово, генерал. Пришлось кое от чего отказаться, чтобы успеть, но функционально проект готов. Поехали. Значит, операция «Свобода» была не напрасна. Да, будь у нас хоть на один меньше. Я выслал вам шифрованный файл. Пожалуйста, внесите его в архив. Да, я постараюсь. Что в нем? Заявление. Признание вины, так сказать. В чем вы признаетесь? В течение последних 1,5 лет я руководил самым массовым истреблением военнослужащих и гражданских лиц. За всю историю. Чингисхан, Гитлер, Сталин, Сарабелла. У них всех вместе не было столько жертв. Не вы их убивали, генерал. Не я лично. Но я бы не дослужился до высшего звания в армии США, если бы возражал против ее автоматизации. Еще до Роя, доктор, я прокладывал дорогу смерти. Словом, я не хочу, чтобы все это кануло в лету и забылось. Я выслал полное признание. И пусть потомки рассудят, кто был прав. То бишь мы, да? Все сделаю, генерал. Но вы должны понимать, если бы не ваши действия, наши действия, не было бы вообще никаких потомков. Возможно. Доктор Собек, Вольно, генерал. Прощайте. черт подери. Каналья. Ну, типа, сходится все к тому, что Собок все-таки оставила какую-то часть заложенной генетики, чтобы люди потом возродились. Вот она сейчас об этом, типа, ну, намекнула, как я предполагал. Что это можно активировать? А, это Спасибо, собрание. доктор Собек. Садитесь. Что? За что благодарить? Вы ее слышали? Доктор Собек четко обрисовала ситуацию, генерал, и предложила нам выход. Мы должны быть благодарны. Это же... Я просто... Господи! Может, обсудим вне сети? Никакого обсуждения не будет. Вы видели расчеты? Фара обеспечит финансирование, но на его деньги не купишь время, необходимое для завершения проекта. Время мы будем покупать кровью. О, какая чушь! Модернизируем флот, взломаем как-нибудь коды. Вы что, не слышали? Ваша армия роботов теперь ничего не стоит. Среди хакеров этот Рой – хищник высшего порядка. Он легко перехватит управление любой вашей автоматикой. Это, видимо, Аид тот самый, да? Мы что, бросим гражданских в мясорубку? Послушайте, противник воспроизводится быстрее, чем мы можем его убить. И пожирает биомассу вместо топлива. Новый рассвет – единственный выход. Биомассу, то есть все живое жрет. То есть раздадим всем гражданским, у кого хватит Уи! по рельсотрону, покажем, куда нажимать, и отправим на фронт. И вы думаете, они пойдут? Да, если будет за что сражаться. За новый рассвет. Секретное супероружие, которое нас спасет, только если человечество сумеет выиграть время для доктора Собек и ее команды. В файле, который я вам рассылаю, изложен план операции «Свобода». Операции? Это же преступление! Да, неприятно, но хоть что-то. Альтернатива хуже. Доктор Собек, я реквизировал для вас списанный космодром в штате Юта в качестве базы для нового рассвета. Места там много. Когда приступите? Я отправила вам список альфа и бета кандидатов. Большинство живут в других странах или на корпоративных владениях, что осложняет... Не волнуйтесь. Получите своих спецов. Даю слово. Ну, хорошо. Теперь я, окажись, немножко тоже понимаю,
Что это такое? Что эти люди делали? Что делала Элизабет? Почему вначале нас хотят уничтожить? Потому что мы похожи на какую-то женщину. Мы похожи на эту Собок. Собок, видимо, заложила генетику, чтобы мы возродились. Или там передала часть каких-то своих генов. А этот Аид вирус, или кто он там, кто захватывал всех этих роботов, увидел в лице нас, видимо, ту самую Собок. И что мы пойдем по стопам этого Собока. Ну, предположительно. Давайте дальше, да, посмотрим. Какие-то титаны там нас ждут. Наконец-то Возможно. выбралась. Теперь надо только найти этот их космодром. Я выяснил, где он, и это хорошая новость. А плохая? Космодром прямо под цитаделью. Дворцом Карха Тьмы. В столице Карха Тьмы? Мне там не будут рады. Во дворце полно агентов затмения. Причем не рядовых, так что у многих будут визоры. Если они тебя увидят, Аид тоже. Он снова прикажет тебя убить, и на этот раз на тебя ополчится вся армия Карха Тьмы. Так отключи их, визоры. Ты же уже так делал. Все не так просто. Много визоров в одном месте. Они сообщаются друг с другом и с Аидом. Там целая сеть. Сеть? Как это? Представь, что визоры соединяет огромная невидимая паутина, которая из конца в конец опоясывает всю Землю. Она позволяет им постоянно общаться, даже на больших расстояниях. Понятно. Так что, можно как-нибудь эту паутину срезать? Обрушить сеть дерзко? Да, это возможно. Есть одно слабое звено. Надо только знать, куда идти. Я отправлю точку на твой визор. Иди туда. Будешь ближе к месту, сообщу тебе подробности. Что же такое новый рассвет? Что за оружие придумала Элли? Так, класс смерти. Она остановила машины, но они успели разрушить ее мир, ее цивилизацию. Нельзя, чтобы это повторилось. Так, куда мне-то идти? О, 20 уровень. Это у нас доберись до указанного. Это куда? Практически рядом с Меридианом. Да. Ну, предлагаю вот отсюда. У меня самый ближайший это он где-то вот здесь вот. Сюда путешествовать я не могу. Вот, можно кружку забрать. У меня, по-моему, там последняя кружка осталась. Давай тогда отсюда и пойдем. Вы не можете использовать быстрое перемещение в данный момент. Это что ж, как так? Ой-ой-ой-ой, не надо падать. Погоди. Правильно ли я по этим штукам-то спускаюсь? Тихо ты, тихо, там дырки. Вообще атас. А-на-на-на-на-на. Атас. А веселей рабочий класс. Эх, сноуборд был бы сейчас, да? Большая осторожность. Или лыжи. Да, вот этот демон-то здоровый. Это же его щупальца. Прощай, говорит, осторожность. Отсюда-то можно уйти? Сейчас попробуем, ребят. Отсюда вот куда-нибудь. Да. Танцуйте, мальчики, любите. Да, да, да. И все к Меридиану, да? Все пути к Меридиану ведут. Ну ладно, мы зато вчера в Дрозда нас приняли. Помогли солнцу какому-то там соколу стать. 600 метров. Так, где у меня? О, бежит. Бежит мой друже. Куда ты?
И по дороге. Интересно, а чё он не прыгает? Не, это слезть. Ну-ка, ребят, посторонись. Стрелять можно, главное. Азерам, говорит, жулики? Ну да. Нам вчера даже имя дали, назло норам. Илой назло норам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее. Да я что-то просто куда-то приоперся не туда. Да, ребятки! Сейчас мы выйдем, наверное, из положения. Все, иди дерись. Это было богненько. Темно, слишком низко. А этот залип, главный гад, а? Что ты встал? Ты почему встал? Сейчас мы баллона. Хрясь. У меня есть чем тебя угостить. Братик, ты где? Не, ну хорош. Куда пошел? Теперь немножко подкрепиться. Так, стоп. Кружку-то я забрал же, ведь, да? Сейчас я посмотрю предметы. Нет, по-моему, не здесь. Еще одна осталась, еще одна. Все, я понял. Где-нибудь да найдем. Так, а у нас... А, я ее не забрал. Подожди, вот она. Нет места. Да, достижение найти все древние сосуды открылось. Прекрасно, прекрасно.
Прекрасно. Опять что-то разломать, выкинуть ядро машины, сердце. Да, без проблем. Тихо, енот, кости нужны. Часов пачку. А это кто? А это кто? Стой. Реклама. Что это за реклама? Информация о мире. Летняя распродажа начинается прямо сейчас. О, у нас тут каждый месяц распродажа на подъездах. Живой? Живой. Сейчас, постой, постой. Засуетился. Поехали дальше. А зачем она слазит? У меня же можно собирать типа не слази. Ну ладно. Да нафига ты слазишь-то? Можно добывать ресурсы, обыскивать тела врагов, не слезая с ездовой машины. У меня он постоянно слазит. Так, и вот это, да, я хотел взять. Увеличивает, да. 3 очка надо. Куда там? Ну это я приберегу. Вот. Погоди, а если срезать? Я немного не в тот район поскакал. Стой, стой, стой. А, вот она, эта дорога, все. Заблудился немножечко. Цветочек, цветочек. Делаю запасы. Это же наше лекарство. Да куда, не торопись. Ребят, если что-то, какие-то вопросы, спрашивайте. Не стесняйтесь. Так, здесь у нас это... Вот эти штуки я целенаправленно уже перестал собирать. Потому что их еще 14 из 30, то есть еще 16 штук. А вот эти кружки куда-то надо скинуть в этом меридиане. Запади какую-то будет награду. В виде сундуков. Не, он прыгает. Он прыгает только сам. Погоди. Элой, ты уже на подходе. Ого. Я уж тебя заждалась. Перед тобой отвесная скала. Смотри внимательно, там есть упоры для рук. Вот как? Кто же это постарался? Ну да, зачем отвечать на вопрос? Гораздо интереснее хранить все в тайне. Обрушить сеть затмения, Стоп. значит. И как же мы это сделаем?
Ах да. Гора, я гора. забыла. Не мы. Я одна тут рискую шкурой. Ты только слушаешь. Сейчас, подожди, не бухти. Мы сейчас все сделаем. Так, отбойник есть. Взрыв, прощак, карха. Нет, у меня на луках. Боевой лук, карха. Ну, судя по всему, то, что я сравнил, мне больше понравился банук по урону. Удобство. 54. 67 удобства. Урона 25 и от огня. Ух. Мощно. Мощно вот это. То есть с каждым типа каким-то монстром сильным, да, все больше и больше появляется. То есть лучше и лучше. Так. А ну-ка, стоп, 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 предметы. Так, охотничий, да. Подожди, не то. Изготовление, модификация, охотничий. Вот смотри, у меня повреждение брони от огня и урон. Тут тоже урон. Повреждение брони, удобство. Повреждение брони, урон и огонь. А здесь урон. Ну-ка, а этот можно поставить? Где она? С огнем, которая. О, да. У нас еще бустанется урону. Огненного, простого. Обалдеть. И в итоге у нас 172. 153 брони и удобство 171. И пробивной лук-банук. 89. Повреждение. Это удобство. Удобство, урон, удобство. Вот есть что-то на удобство больше, чем 49. Давай проверим. Это просто урон. И высокоточные, да, требуют прям именно удобства. Вот 51. Плюс 10 урона. Неа. Только вот это вот 51 плюс 10 урона на удобство. И вот что у него по итогу? 54 удобства. Тут там 171, а тут 54. Ну, я понимаю, что он, типа, для каких-то определенных целей ты завязал. Так, и здесь давайте посмотрим. Холод, электричество, заражение, удобство, удобство. Так, стоп. Урон от электричества, заражение. Электричество. Ну, вот есть 54 удобства. Есть с электричеством удобство. Ну, в принципе, это правильно. Сейчас еще посмотрим. Больше мы ничего не посмотрим. Только вот эти. Удобство и электричество. 74 получается. Это даст еще плюс 54. А есть что-то со статусом удобства и со статусом? Я не вижу. А повреждение брони тут мне не надо. Урон, урон. Нет, это оружие без, как бы, без урона. Ну, давай просто поставим тогда. Ну, от полтинника, я думаю, хватит на удобство.
Нам самое главное, чтобы... Что? Ну, как я вижу. Вот этот лук со статусами, это типа накидывать статусы на какого-то там противника. А удобство как раз-таки дает, как я понимаю, точность, тетивы, натяжка, скорость. А бить мы будем охотничьим. Все, разобрался. Сейчас по модификациям еще вот эти вот моменты разобрать. И все, пойдет. Урона 127. 171. Тут даже можно уже удобство тоже снимать какие-то, ставить на урон по большей части. Тут урон 96. Удобство 54. Да. Ладненько, куда там? Что он говорил? Какие-то выступы есть, да, на горе? Тут можно сохраниться где-то? Судя по всему, нам сюда. Или нет, или дальше. Все, иди, травку кушай или что-то там делай. Уже упоры, они там, где ты и сказал. Ты слышишь, Сайленс? Нет? Ну и молчи себе. Сайленс куда-то уже это... пропал. Придет, что-нибудь нам скажет, короче, уйдет. Что Придет, дальше? скажет, уйдет. А дальше жди. Присядь у костра, отдохни. Угу. Наступит ночь, поговорим. Ну, хоть костер составит мне компанию. Как мило, что ты наконец объявился. Наша задача на эту ночь — обрушить сеть затмения. Это я уже знаю. Вопрос... Как? Сначала тебе надо проникнуть на главную базу затмения. Чего? На базу. Я постарался и привел тебя к черному ходу. Тебе нужно пройти в расселину. Дойдешь до базы, увидишь цель. Это древний длинношей, который был изменен. Заберись на него. На верхней стороне диска ты найдешь, ну, в общем, модуль. Разбей его, и тогда вся сеть визоров обрушится. Так ты состоял в затмении. Никогда нигде не состоял. Типа визоры соединяют. Лишь свои интересы. Но я действительно помогал затмению, пока не понял, как они опасны. Это была ошибка, и я делаю все, чтобы ее исправить. И с чем именно ты им помог? Иди в расселину, Элой. По-моему, тебе сейчас должно быть не до расспросов. Нигде, я, говорит, ничего не состоял. Че ты на меня наезжаешь? Короче, я понял, длина шеи надо. Она злится. Ну, неудивительно. Так, а куда тут? Вот в эту вот расщелину? Где она? Посмотрим, что у нас тут. Я вообще ничего не вижу. Зараженные машины. Они там как часовые. Скорее, как солдаты. Резерв для грядущей войны. Так, сейчас, секунду. Я... Пока мысль не убежала... Урон, повреждение... Урон, удобства. А мне тут, кстати, менять-то и нечего. Тут от огня... Урон плюс удобство, плюс повреждение брони, опять огонь, сам урон. Здесь опять же удобство плюс урон. Да, ну типа все, я понял. Тебе нужно их обойти. Это легкий ход? Черный ход. Я не говорил, что будет легко. А как куда обойти-то?
Могу ли я их просто убить? Они ж слепые. Ну, типа, пока не смотрят в одну сторону или не подойдут, они нас не увидят. Блин, а тут травы нету. А, вот. Успею, нет? Должен. С раскорями-то мы умеем расправляться. Идет. Нас кто-то засек. Шеф увидел. Все, говорит, тут нет никого. А это чудо все равно возмущается. Тут есть какое-то дерево, друзья, канаты, видите? Иди себе. Так, сейчас дождемся, спадет у него эта активность. Отбой, говорят, ребята, отбой. Ну, а я пока тем временем уровень подниму. Тихо ты, поднимись ты. Во. Тридцать 35 канатов в разные стороны. Куда нам-то? Ящик с припасами. Нам поход туда. Мне с припасами особо-то и не интересует. Припасов у нас хватает. Достаточно. А, это вниз, я понял, спуститься. Там какие-то взрывы. Не обращай внимания. Тебя это не касается. Меня это, говорит, не касается. Ну, типа тоже робот, который уже, смотрите, со временем травой оброс. Так, ребят, предлагаю налить кофейку, чайку, сходить там в уборную, кому чего. И продолжим сейчас с вами это дело. Сюжетное. Я посмотрел, там типа такой есть плагин. Показывает стрим на каком месте на YouTube. Мы на 100-м месте. Сейчас я, секундочку. Чайку, кофейку и продолжим.
Ой, блин. Уважаемые, кофеек пока закипает. Минуточек 5. Надо засечь. Так, подойдет он поближе-то. Тихо-тихо и в кусты. А, нас не видит, отлично. Сейчас прикинем. Как он меня увидел-то? Типа, если я его трону, сейчас тот сагрится, да? Можем подождать. Все, поплыли. Ты приближаешься. Иди Ага. к тому кряжу. Тут только лопухи, тут нет травы, меня сейчас засекут. Длина шеи прямо за кряжем. Его будет видно с вершины. Теперь надо действовать быстро. Проберись туда и разбей модули, пока они не подняли тревогу. Куда, куда? Где забраться-то? Ты шутишь, что ли? Где забраться-то? А, во. Тут надо по выступам шагать. Ну что же. И что это? Я вижу ноги длинношея, но самого его нет. Нет. Передатчик убрали. Загляни в ущелье слева. Может быть, там. Вот твоя осведомленность. Это там, где взрывы? Ясно. Другого шанса не будет, Элой, так что советую настроиться серьезно. Видишь мост через ущелье? Ага. Запомни это место. Сбоку крепление для веревки. Там ты выберешься. А воины затмения? Обойди или... Чего сбоку крепление веревки? Взрывы заглушат любой шум. Найди длинношея и разбей модуль наверху. Попробую. Наши машины полны энергии тьмы. Вы запомнили? Я вообще ничего не понял. То ли мне влево идти, то ли мне вправо идти. А вообще надо тут всех поубивать этих. Ты думай о своей работе. Об остальном... Это Карха? Нет, это просто сектант. Все убийства из мести оставлены. Я же хочу. Вон, он там веревка. А что мне сказал? Туда зайти. Стой. Идет. Да. Иди своей дорогой. Так, -2. Кто тут еще? Вроде никого.
Ага, на ту сторону я не залезу. Этот дом больше остальных. То бишь по веревке. Ищи длина шеи, Лой. На все остальное нет времени. А я найду время. Опа, 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 опа. Троих из нас завалило, когда после ужина стали падать. Солнце запомнит их жертв. Кофеечек. Да, спасибо, спасибо. Сейчас. Один момент. Спасибо большое. Все, налитый. Так, теперь у нас на мосту двое, да? То, что помогает нам видеть. Может быть, его просто это... подманить? Смотри, скрытое убийство тоже приносит какие-то очки. Ну, по идее, показано, что туда идти. Так, вот она веревка. По поводу длины шеи. Вот о чем она говорила. Я не понимаю, мне понадобился длинношей. Он поможет жрецам увидеть. Один там, один там. То времени нету. Смотри, как все четко. Это не унесу. Там что, идет бой? Нет, там идут раскопки. Если не будешь медлить, тебе это не помешает. Ура, опять секрет. Тут меридиан и шпиль. Погоди. Солнце не ведает жалости, и все же, когда моя жена умерла на родильном ложе, оборвав жизнь моего нерожденного чада, я наполнился жалостью к себе. Мой государь почувствовал это, но вместо... Ютубер тоже, да, играешь в это Horizon Zero? Он озарил меня сияющим лучом великой милости. Он велел похоронить мою семью в священных пещерах, уготованных особам королевской крови и великим героям. Немыслимо. Больше никогда я не сомневался в том, что я избранник солнца. Больше никогда в моем сердце не было жалости ни к себе, ни к другим. Когда сон не идет, я вспоминаю нашу свадебную ночь, как ты приняла меня на брачном ложе. И как после, когда ты уже спала, я лежал рядом, созерцая твои тонкие черты. Я восторгался их красотой, но ненавидел их за то, что они так хрупки. Во мне вскипела ярость. Я почувствовал омерзение к этой мягкой перине, готовой поглотить нас целиком. И к этой комнате. Запах благовоний, расшитые занавеси. Все это была слабость. Я выскользнул из-под одеяла, распахнул окно и улегся на каменный пол, чтобы отринуть искушение неги.
Но когда я проснулся поутру, ты лежала возле меня на холоде, нагая, как и я. Твое распростертое тело было словно высечено в камне. И ты проснулась. Мгновенно, как моего государя, 13-го Я, например, умертвили, Форт Вибл как-то там Вест тоже не играл. которые не видели разницы. А Frozen Wilds неплохо, в принципе, с Бануком. Сильного всегда осаждают слабые. Вот были его слова, когда предатели пошли на штурм. Когда их пушки, выкованные азерамской мразью, повалили укрепления и разбили врата. Я бы сражался до Азерамской? капли крови, но то была его воля, воля солнца, чтобы я увел принца и королеву на запад, в убежище. Мой государь не сомневался. Он знал, что ему уготовано. Покуда король Итемен почивает в закатной крепости под опекой матери, он не сможет усвоить урок. Это запись типа нынешних племен. Вставлять его. Но влияние матери отбрасывает на него тень. Однажды я отвел его на балкон, чтобы он узрел жертвоприношение в кольце. Каждое утро я просыпаюсь от одного и того же кошмара. Кошмара наяву. Святой меридиан в руках распутников. Шпиль высится над горизонтом, как сияющее копье, пронзившее мой разум. Каждый рассвет в изгнании — свидетельство моего провала. Но близится час возмездия. Я освобожу меридиан, я казню распутников и верну истинного короля на престол. Моими руками будет исполнено пророчество. У нас, короче, в Меридиане мы помогли королю Солнца, но король Солнца сверг своего отца. Возможно, это и идет этот диалог. Эти доспехи. Есть только один человек, к которому они подойдут. Гелис. Это его дом? Не очень-то пышно. Чего ты ожидала от фанатика? Так, а это что? Ничего излишнего, кроме жестокости. Так ты его знаешь. Его нужно остановить. Есть. Действительно фанатик. Все мысли об одном. Зато он не отклоняется от поставленной цели. Тяжело им, наверное, было... Источник сигналов. Зачем? Просто найди его и заберись наверх. Разбей модули, потом уходи оттуда как можно быстрее. А я, короче, вообще в другую сторону иду. Все в работе. Будем надеяться, тебя не заметят. Игорек, приветствую, хорошего дня. Они возвели вокруг него какое-то сооружение. Забирайся. Чем быстрее ты все сделаешь, тем лучше. Праздником? С каким праздником, Игорек? Тут что-то не так. Здесь все не так. Доберись до модуля и разбей его. Спасибо. А какой праздник-то у нас, ребят? С праздником? А каким праздником-то? Татьянин день? Так он вроде был. Он вроде был. Татьянин день еще, по-моему, обозначен как этот День студентов. И если я не ошибаюсь, он был буквально недавно. Разве нет? Я вижу модуль. Хорошо. Поспеши. А по веревке, видимо, нам убегать потом придется. Это и есть Элой, сейчас не время. железный бес. Скрывай корпус. Быстрее. Элой, делай, что говорю, или все пропало. Они этого паука, короче, пытаются, или как его? Так, электрошок. Сущность явилась сюда. Сущность просчиталась. Кали. Сущность не сможет меня уничтожить. Я для нее недосягаем. Ты, может быть. А это нет! Уничтожить. Да, я говорю, это День Святого. Нет, это не праздник для меня, Игорек. Не надо. Это для кого-то там праздник.
День влюбленных в России, по-моему, отмечают летом, либо там ближе к осени. Там день, по-моему, семьи, любви и верности, если не ошибаюсь. Тропа испытаний. Шевелись. Советуешь? Да я не туда, надо было влево. Влево там, это, опорность была. Беги, иначе погибнешь. Сегодня день дарения книг. Во. Шевелись. Советуешь? А ты думаешь, Ну прыгай. ну готовлюсь? Ну прыгай. Сейчас, ну, говорит, готовлюсь. Ничего себе. А куда там? Подожди, а куда там? Прямо, что ли? Беги дальше. Так, мужики, сейчас попробуем разобраться. Сложного. Шевелись. Советуешь? А ты думаешь, я тут ко сну готовлюсь? Вот, дальше-то куда? Я пошел. А, вот. Это что такое? Ничего себе. Еще чуть-чуть. Да что такое? Беги, иначе погибнешь. Не дерись. Беги. Бегу. Бегу, лечу. Серьезно? Налево. Беги к лагерю. Поняла. Уже рядом. Всю базу подняли по тревоге. Да, я заметила. Ну, Беги дальше. ты что ж ты будешь делать-то? Гляди, впереди воины. Вижу мост. Это Верё- выход. Веревка. Ну да. Пошел. День дарения книг. Подарите мне книгу какую-нибудь. Фантастику. Это Валентина. Не Валентина мы. Мы нормальные, пушистые. Михалыч. Че, ранили, да, ее? А там народу-то сколько, да, мы побежали? Явился. Пришлось нелегко, но ты выжила. Ты знал, что там Аи, и ты послал меня к нему? Я не спорю, рискованно. Но выбора не было. Зато теперь мы сможем получить то, что нам обоим нужно. Доступ к тайнам нового рассвета. Я тебе больше не верю. Хорошо. Значит, ты поумнела. Доверие — это глупость. Оно рассыпается, как песок. Плохой фундамент для сотрудничества. Но взаимный интерес — вот это прочное основание, на котором мы... Интересно, а он сам живой-то, это Сайленс? Друга. Нам обоим нужны ответы. И благодаря тебе мы к ним подобрались. Поговорим в закатной крепости. Ах ты жалкий скотина. Ах ты. Была бы моя воля, выкинула бы этот визор вместе с тобой. Достижение открылось. Знаем, он мне нужен. Что там закатный? И новый рассвет. Ну, пойдем, пойдем. Так, это что-то новое. Это реально что-то новое. Закатная крепость. Сейчас мы придем. 4 очка навыка дали. Уровень прибавили. Ой, ой-ой-ой, не надо камень, не надо.
какая-то хворь. Я найду тебе применение. Так, так, так. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот сюда, куда-то, да? Там плюс еще зараженная зона. Сейчас распределим наши очки. Там на какое-то убийство поставлю. Игорек, как дела-то? Что-то ты куда-то опять пропал. Дела, работа, да? Жениться тебе надо, брат, жениться. Увеличит урон. Атака сверху на главаря. Вот, бесшумная тоже атака. Хорошо. Так, ремонтировать нам надо. Да, в принципе. Как бы не к спеху. Мастер уклонения. При беге Элои не издать шума. Это все к инвизу. Атаковать. Ну это когда вот я атаковал, чтобы я еще и висел и кого-то атаковал? Я не помню. А вот устранить силача или опытного противника, вот это вот, по-моему, прикольно. Ладно, ладно. Разберемся. О, почапали. Где у нас мой-то этот? Ой, тут эти червяки, друзья. Камнегрыза. Просто проигнорируем их и да вперед пробежим. Передвижной фонарь. Ну, есть такое, да. Нужно его добить. А вот с бизонами шутки плохи. Вот на полном, смотри, их сколько там. Там моего бьют. И меня еще лупят. Да подожди ты. Слишком далеко. Слишком далеко. Блин, братан пал смертью. Непонятно какой. Не, светит он классно у него, да, эти локаторы. Все, видать. Может, я могу еще позвать его? Да, вот он. Видимо, братюню своего позвал. Среда обитания бизонов, долгоноги. Фигурки банук. Так, костерок. Ну, фигурки-то, кстати, тоже бы хотелось бы собрать. Но опять же, это, блин... Это всего лишь вам даст какие-то сундуки. Но если это сундуки несут какую-то модификацию, условно, хорошую, да, стоит. Нихао, братья. Закатная крепость. Летний дворец безумного короля Джирана. Бастион Карха на границе с запретным западом. Спасибо за урок истории. Знали бы Карха, что скрыто у них под ногами. Мы найдем здесь... Они даже не знают. Да уж, надеюсь. Они даже и не знают. Так, я так понимаю, тут можно...
А, база нового рассвета. То есть некие руины, о чем нам говорил Сайленс. Доберись до дворца. Никогда бы не подумал. Да, посмотрим, есть ли у них какие-то хорошие оружия. Но тут только высокоточный, то сердце Пелозуба, высокоточный лук тьмы боевой. Это со статусами 25, 25, 50. Так, охотничий. Подожди, вот это. Где он? Вот, 25, 25, 50, да? Просто для сравнения. Ух ты, этих рыскарей. Так, тут есть у меня часы. Всякие разные браслеты, кольца. 25, 25, 50. Подожди, а как он базовый-то посмотреть мне? Где он? Вот он, охотничий. А, нет, не охотничий. 25, 25. И 50 у него идет заражение. То есть Карха, именно вот этот со статусом, получается поэффективней. Боевой лук накапливает заряд. То есть урон тут он не должен нести. А, этот особый боевой лук накапливает заряд, если держать тетиву натянуту. То есть это спорно. У них у всех, если натягивать, типа, держать тетиву натянуту, накапливают заряд у всех. А урон колоссальный. Там вчера что-то я прямо аж на 1000 стрельнул. Куда-то там в уязвимое место. Где-то 500 тысяч. Не, нифига. Я думаю, что банук поинтересней. Особенно, если ты прыгаешь, метишься, замедляешь время, у тебя идет натяжка тетивы. А скорострельность, она такая. Можно бестолково стрелять. С бегемотом дерутся. Что это за арена? Кольцо солнца. Древний обряд Карха. В Меридиане такого нет. Ну, то есть... Не спеши. Глядишь, еще вспомнят. Сейчас мы узнаем, увенчалась ли успехом твоя диверсия. Успех. Добро пожаловать в цитадель. Я скоро вернусь к тебе. А ты пока Хотите узнать о новых наградах? Типа нас не палят. Стоя здесь, вы осколков точно не заработаете. Вшивые. Ничтожные наемники. Ради осколков я готов даже этого Бахаваса потерпеть. Говорят, Карха Тьмы ищут кого-то из своих. Платят они хорошо. Что за соревнование-то? Идем? Это как Меридиане, эти охотники, как они там, дрозды, ястребы, тут что-то другое. Во имя явленной славы солнца! Узрите! Светозар! Спасибо, друзья, спасибо за поддержку. Истинный король солнца! Луч во тьме! Чья воля — свет, и чей свет — закон! Я повелеваю светлому Бахавусу говорить от моего имени. Волей светозарного Итамена солнце взирает без жалости на предателя Утида. Охотник, принесший его голову, получит 500 осколков. Скорее пленник, чем король. Правда же? Да он ребенок, елки-палки. Красивые волосы. Нам надо поговорить, охотница. Знаешь зеленый шатер в сумраке? Буду ждать. Я занята. Ты же не охотница за головами.
Поверь, Утит невиновен. Помоги мне, пока еще есть шанс его спасти. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчет соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой, и тебя не заметят. Первый раз в цитадели? Должен полюбоваться на кольцо. Утида, а прославленный воин Карха Тьмы приготовил к смерти верховный жрец Бахавас. В этом деле есть что-то нечистое. Найди применение топливного элемента, установить подачу бункера. Так, я предлагаю, короче, ну, типа, помочь. Солнце сверху. Ну а соколы? Ха! Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Не забывай. Убийцы Кикука про тебя не знают. А тебе сложены песни? Не знаю. А тебе? Погребальные. Многие из них мы завершаем, потому что оборвали многие жизни. Совесть? Это для слабаков. Погребальный, говорит, песня обо мне сложно. Нормально ход. Делился своей едой. Помогал детям. Это безумие. Не скажи. Они меня увидят. Ты не понимаешь, как просто спрятаться у всех на виду. Да, подожди, как сюда? Выйти. А, тут все очень просто. Мы сейчас так... чпок. Хочется просто узнать, что там с этим. Можно было якобы отказать, но я думаю, это интересно. Королева помнит о вас и помогает, чем может. Ешьте, ну и домой своим принесите, если есть кому. Чего, одну грушу дала, еще домой принесите? А я тебе наслышана. Гроза машин, острое копье, милые веснушки. Говорят, у тебя есть совесть. Так экстравагантно. С праздником, да. А ты кто? Ты ведь явно не из Карха Тьмы. Меня зовут Ванаша. Пока тебе довольно знать, что я здесь глаз рассудка в настоящем водовороте. Ванаша. Опа, наша. Знакомо. Не сомневаюсь. Как и Утиду. Хороший человек. Конечно, Карха Тьмы хотят его убить. Я кое-что разузнала. Он идет на зеленый склон. Там охотники его очень быстро найдут. Хочешь ему помочь? Он был бы очень рад. Что она как-то смело стала говорить, типа с каким-то, не знаю. А почему зеленый склон? Подколом, что ли? Знает, что его ищут. Поэтому будет искать знакомое место, которое сможет оборонить. То он типа поменялся. В холмах он когда-то в одиночку отбился от целой банды. Я думаю, он решит пойти протаренной тропой. Откуда знаешь, что он невиновен? Я умею наводить справки. В общем, он кормит сирот из своего пайка и защищает больных и старых от всех посягательств. Обвинять его в покушении на Итамина — просто бред! Скорее, он увидел что-то, что не должен был видеть. Иначе Бахавас не приговорил бы такого уважаемого человека к смерти. Ну, в этом есть логика, друзья. Если он, типа, ценит прям, ну, как по игре, да, человеческие там, типа, жизни, там, кормит, помогает, а потом такой раз кого-то завалил. Хватит увиливать, скажи мне, Ну, кто если, ты? я имею в виду какую-то знать. Увиливать? Еще прикажи отключить природный шарм. Это невозможно. Но открою маленький секрет. У меня друзья в Меридиане, и я стараюсь помогать им по мере сил. Утит им пригодится, если выживет. Я сделаю, что смогу. Ну а ты-то сама? Что, а я-то? А ты-то что будешь делать? Всякие полезные вещи. 3 мертвых дерева к востоку от закатной крепости, начало зеленого склона. Удачи. Да, нормально. Ну, типа, на вид вот эта вот барышня, Ванаша, она как-то выглядит посерьезнее, как охотница, знаете, там. А это прям какая-то наша героиня, 18-летняя девчулька,
которая должна пойти разрулить каких-то там бандитов, охотников повырезать. Ну, что-то как-то... Я люблю думать в ясную погоду. Солнце дает нам надежду. Аббас. Она очень бледная. Захворала? Да. Она борется, но жар никак не проходит. Только больше усиливается. Ее зовут Шиана. Моя сестра. Неужели... Шиана. Мы беженцы. Место свое знаем. И тут есть лишь один лекарь. С ним непросто. На его душе тень. Тень на душе? Его зовут Галиф. Он Надо денег дать, да и все. Но людей совсем не жалеет. Пустыня иссушила в нем доброту. А может, он всегда был такой? В общем, он не станет нам помогать. Но это мы посмотрим. Где его искать? Но вроде он врачевал солдат в Гербовой арке. Битва была на границе. Я отведу луну с твоего чела. Так, там врачевал солдат. Великие тайны земли. Доберись до 3 мертвых деревьев. Лагерь разбойников. Разбитая печь. Поговори с Нилом. Что-то тут прямо... Ну ладно, давай. Давай сделаем. Все рядышком, все нормально. А где сам Нил-то? Мы же вроде этот лагерь разбивали. Ну да. %, разбитая печь. Может, он нам что-то сейчас предложит? Да, поговорим. Такие моменты наполняют тело бодростью, да? И ты даже не скажешь мне ничего жуткого? Твое отражение в их глазах за миг до того, как их затуманит морок смерти. А вот, началось. Мы забрались далеко от Землянора. А ты где бывал? Говорят, на дорогах Карха стало небезопасно. И грабители, разбойники, даже зараженные машины. Но ты это все уже знала. Так. Полная скоропостижных... Если тебе... Я не занимаюсь... Они убийцы. Их... Уж прости меня, тем более... Прощай, Нил. Не хочу тебя тревожить, но разбойников все меньше. Жаль, что их можно убить всего по одному разу. И одного достаточно. Ты права, конечно, и одного хватит. Все, прощай, Нил. Фига себе у него взгляд. Типа разбойников меньше, и, говорит, становится грустно, потому что их убить можно, типа, один раз. Нормальный. А он где-то нам в начале встречается. Ну, позиция его ясна. Я видел тебя, ты куда ушел, пятачок? Только что здесь был. Пятачок он наш драпанул. Так, ну это типа не, это не врач, это вообще другой персонаж. Когда мы помогли крепость захватить, я просто не поговорил, видимо, с ним. А следовало бы. Теперь мы идем по основному сюжету. Да кушай, кушай, не о тебе.
Да отстань ты от меня, не трогаю я. Какой-то скараб. Три мертвых дерева, как Ага. сказала Ванаша. Посмотрим, был ли здесь утит. Типа по следам, может быть, выследить, как мы там обычно делаем. Следы ведут на этот гребень. Видимо, это и есть зеленый склон. Да, все, вижу. И меня кто-то видит, и я кого-то вижу. Испытание пройдено. Ну ничего, ребят. Новый типа город, новая проблема. Новая Следы обрываются. помощь. Дальше надо лезть. Так, а куда лезть-то? Вот, все, понял. Супер. Опасно. А почему первый раз не прошло? Не, ну вот придумают вот эти, да, вот подъемы. С другой стороны, нельзя зайти. Ну так, если. Так, вот, отобразить путь. Стой. Добралась. Где же ты прячешься, утит? Вот, вот здесь можно было подняться один раз и все. Объедки. Тут он выжидал, нет ли погони. Наверное, пошел дальше. Буду нагонять. Давай, путь. Путь наш труден и далек. Тара-та-тара-та-та. Мертвая машина. Утит охотился. Все полезное он забрал. Наверное, утит собирал детали для оружия. Опасность. Коршуны ищут добычу. Все полезное он забрал. И коршуну, да. Так, подожди, а куда мне идти-то? О! Тут какая-то штучка, короче, лежит. Все, догорит. Утида. Куда он отсюда пошел? Подожди, тут где-то штука была отобразить путь.
Понятно. Короче, надо было просто подраться, чтобы путь потом отобразился. Лиходея. Непростая добыча, но хорошие детали. Мертвые рыскари. Утит набрал деталей. Нет, не падай, только не падай. Странно, странно. Я в тот раз так провалился между двумя камнями. Вроде плоская была, а куда-то между камнями утопился. Вторая будет в сердце. Утит? Охотница за головами? Ты же еще соплячка. Я не охотиться на тебя пришла. Ты ни в чем не виноват. Не виноват? Ха-ха. Ну ладно. Если это хитроумная западня, ты заслужила добычу. Как вам озвучка знакома? Это не этот сокол-то с Марвела, который Борна там играл. То енота тут мне что-то показалось, ракету, как он там озвучил. А, биомутант. Ну, может быть, это один и тот же, не знаю, с игры. Никаких уловок. Честно. Хорошо. Говори. Что случилось в закатной крепости? На самом деле. Ну, слушай. Долго, каждую ночь в палаточном городе кто-то умирал. Всегда во сне, без борьбы. Старики, больные, иногда дети. Те, кто не мог сражаться. Я не сразу понял, что их убирают. Но кто это делал? Сначала все думали, что злой дух. Но это был человек. И тихий яд. Мы поймали его не сразу. Но поймали и привели его Бахавасу на суд. Бахаус, это малыш-то этот, который... Если волнует честь, иди лучше к Карха Солнца. Они занудные, конечно, но хоть честные. Карха устраивали набеги на твое племя. На все окрестные племена. Такова была воля Солнца. И я подчинялся. Иные шли дальше. Но, как и их капитан... Утит, не важно, что ты сделал. Не мне тебя судить. Но Карха Солнца изменились. И ты можешь. Возможно. Ават не понимает, что Солнце требует от своих воинов. Или понимает слишком хорошо. Ты прям как Марат безгрешный. Ты хороший человек. Но почему Марат, ты Арата, вообще брат, да? служишь Карха Тьмы? Зачем? Ради Итамена. Ведь он же истинный король. Он же просто ребенок. Да. Итамен чистый лист. Он ничем не запятнан. Но его обманули. И нашу веру. Теперь я это вижу. В полдень не бывает тени. Не Бахавас опозорил мое имя. Я сделал это сам, служа ложному престолу. Верховному жрецу? Это он назначил за тебя награду? Да. Он похвалил меня за рвение и велел стражам отпустить убийцу. Ясно? Потому что это был его слуга. На нас набросились. Типа потому что невыгодно, видимо, лечить, на это надо ресурсы, типа кормить, там, лекарства. Солнцу. И что? Я вижу лишь подлость. А честь, жертвенность, настоящая, та, о которой ничего не знают жрецы, ее здесь нет. Да, все фигово. Я знаю, кто хочет тебя спасти. Это женщина, Ванаша. Но прежде тебя нужно вытащить. А ты кто? Вроде охотница, а приказы раздаешь как воин. Наемники. Думаешь, пришли объявить, что я не виновен? Зря ты покинул долину, Карха! Эти горы принадлежат нам! Банук? Кикука! Подожди, Банук. У тебя даже слабого эха не останется! Ты вообще не заметал следов. Будто нарочно хотел устроить зрелище. А тебя не проведешь. Девчонка! Она вооружена! Банук, вы что, совсем... А как можно им сказать, чтобы это, пошли бы они, я же это, типа у них... Как там, охотник признанный, нет? Ну, типа, нарушение границы, я понимаю, что это не есть хорошо. Сейчас я, ребят, минуточку.
Это не есть хорошо, она даже про это говорит. А ты вообще нарочно, говорит, не заметал следы, хотел устроить представление. Видать, что-то он задумал, этот челик. Может быть, он хотел стравить этих охотников с бануком. Сейчас я минутку, ребят, с вашего позволения. Все типа становится интереснее пока что. Победа достанется Ну же! Вперед! Остальные скоро будут! Держитесь! На подходе еще один отряд! Нам куда-то, может, надо идти? Сдохнешь сейчас. Да вы еще не знаете, с кем связались. Почти попал. Дело за вами, бойцы! Мы еще можем их добить! Из конца в конец когда-нибудь, наконец, что они идут. Так, по местам. Может, мне куда-то надо идти? Да крышка тебе. Да согласен. Промазала. Продыху врагу. Это не последнее. За мной. У меня припрятаны стрелы. Все, принял.
Залезай. Набирай все, что успеешь. Да как бы это самое. Особо-то и не требуется. Все, что, говорит, успеешь. Это кто? А, это охотники, охотники. Всегда приятно, когда жертва отчаянно обороняется. Ну что, монстры? Мы привели сюда жреца, пора начинать зрелище. Это тот самый служитель. О, капюшон. У меня с Бахавасом есть разговор. Будет сложно. Боюсь, ты выбрала не ту сторону. Я не собираюсь сегодня умирать. Да? А я вот с утра собирался. Хорошо, хорошо. Берегись! Слева! Стой, стой, стой. Где еще вон он? Немножечко стрел. Вперед! Нет, с озвучкой тут вообще все прям, ну, хорошо. Прям без рофлов. Причем видно, что они постарались, каких-то актеров наняли. Потому что я говорю, вот этот вот, это Сокол стопудово озвучивает. Терпение. Сначала разобьем их защиту. Разобьем их защиту. Ну вот и все монстры. Бахавас надеялся спрятаться за их спинами. Но теперь у нас есть шанс. Ты со мной? А куда лут-то пропал? Да, пойдем, пойдем. Этот с капюшоном, короче, куда-то спрятался. Так, надо поговорить, да? Мне даже, знаешь, как бы ютуберу это самое, ну, нравится, типа, тема та, что если игра, допустим, озвучку, я понимаю, что это вложение какое-то, найм там каких-то людей, которые озвучили. Даже хотя бы субтитры русские, чтобы были. Еще есть охрана. Чтобы можно было самому почитать. А то, когда они делают чисто вот на каких-то одних языках, как этих латинских, как они там, правильно сказать, английский, испанский, ты нифига не понимаешь и сидишь, тупишь, что они там. Ну, типа, чтобы понимать, это надо знать очень хорошо, да, язык, к примеру. Потом ты еще должен это донести до аудитории. А аудитория же тоже, она вся разная. Ну, допустим, я вот не образованный, я не знаю, что они там несут. Ну, в плане диалоговом. Говорю, хотя бы вот в игре субтитры, если бы делали русскоязычные, уже неплохо. А когда вот такая вот озвучка, то это прям нормально. За тобой сам. Прекратить твои страдания. А это не он на нас напал на испытание в начале? Нас привели чужаки. Цену заломили. Хорошо, что мертвецам не надо платить. Но довольно слов. Перейдем к делу. Убрать их с глаз солнца.
Что-то у него со шлемом раз прогрузилось. Мы быстро с ними разберемся. Так. Убейте предателя! И девчонку! Тут я сам. Это праведный бой, если это еще имеет значение. Пусть они забьются в агонии, когда падет на них тень. Все, сгорел? Настал закат твоей жалкой жизни, Ути. Он типа уже всех потерял. Настал, говорит, закат. Сейчас достанем. Давай. А теперь типа разговор будем разговаривать. Так, это бросим. Вот, давай, пошли. Иди, говорит, опять поднимайся. Да, с пушками нас не поднимут по-любому. Сколько он тебе предложил? Плачу вдвое. Вчетверо. Нет. Мне все это надоело. Твоя ложь, твоя жестокость и твои благовония. Ты ведь сам себя не убьешь? Это было нужно. Убрать слабых, чтобы дать шанс всем остальным. Пустые слова. Блин, кто им такое дает? Может, волю. идет каплю блага в твоих иссохших костях. Ну, вы устроили спектакль. Ванаша. Ты не торопилась. Занята была? Куда, по-твоему, делись изгои Яна? Еще один отряд наемников. И нужно было организовать доставку беглеца в Меридиан. Дай нам поговорить, Утит, о женском. Я поражена до глубины души. Надо же, хитрый Бахавас попался в свою же ловушку. Его смерть открыла нам новые горизонты. Юный Итаман и Насади, его мать, живут в закатной крепости как заложники. Без Бахаваса про них на время забудут. Хочу их вытащить. Ты поможешь мне? Ой, это куда? Куда я денусь? А что нужно, чтобы вывести Насади и Итамана? Из закатной крепости их теперь вывести несложно. Я смогу сама. Сложнее будет переправить через границу в Дом Солнца. На выжженном берегу найди трехпалого Хуадива. Его люди должны были расчистить нам путь. Так что просто иди туда и жди меня. Если Трехпалый. путь расчистили, зачем нужна я? На всякий случай, охотница. Что-нибудь сорвется, и тогда мне пригодится хороший воин. Ты. Ладно, я постараюсь. А хитрая она что-то тоже темнит. Она сказала, ты мне поможешь. Мы идем в Меридиан, Ну, если ты хочешь, милый. а у меня есть выбор. Милый. Никакого. Я просто вежливая. Так, подожди, что-то там трехпалый. Поговори, ага. Я уже бегу. Все, бегу. Хоть игра оптимизирована, но все равно какие-то моменты такие вот есть, что прям это не прогружается. Где мой? О-о-о. Бегемота, да?
червяки. Берем, пока есть. Уходим, уходим, уходим. Ну беги ты, елки-палки, что с этим шифтом-то? Тут костер где-то должен быть. Я справлюсь. Где восьмикрылый? Ты тут? Вот он. О, а тут тушенка, сгущенка. Сохранение. Это ты трехпалый Хуадив? Я от Ванаши. Что случилось? Надули меня вот что. Надули. Ванаша похлопала ресницами, повеляла задом и посулила сокровище. «Расчистите дорогу», — сказала. «Проберетесь мимо стражи и продырявите пару туш. Плевое дельце. А нас там под землей поджидало это клятое чудовище. Вечно меня смазливые бабенки за нос водят». Ванаша? Почему ты решил, что Ванаша обманула? Мы пришли, потому что польстились на щедрые награды. А она предложила самую щедрую, до старости хватило бы. Да я и сам виноват, что клюнул. Мог бы и понять, что так недолго и башки лишиться. Почему ты решил? Так, подожди, не выбрал. Значит, Ванаша хотела увести нас с Сади и Итамана, но ничего не вышло? На словах у нее все звучало так просто. Найти короткий путь к озеру. Походу, она хочет их куда-то в другое место вывести. Пойти не так. Да все, что хочешь. Вот, к примеру, можно угодить в пасть мерзкой хищной твари. На вас напали из-под земли? О, как ты догадалась? Я-то подумал, почему Хорош. как мы не стерегут перевал. А им и не надо. У них там вместо стражи демон камнеед. И вылазит из-под земли, разевает. Ладно, я понял. Ноги унес. А вот остальным не повезло. Я б даже Скоро здесь будет Ванаша с Нассади и Итаманом. Мне нужно скорее уничтожить эту тварь на перевале. А ты умом не блещешь. Она вся бронированная, но можно даже помешать ей за... Больше мне нечего. Все, ладно, это... Червяка-то мы этого завалим. Только вопрос, куда? А, вон. Пойдем червячка затравим этого. Убит! Куда он попер-то? Я здесь. Прям на камне. Давай опять на камни ложись.
Все, друзья, все. Справились. Ну, кстати, реально, огненные стрелы хорошая тема. Получается, что огнем можно многих противников, да, и плюс еще и против всяких бандитов. Хотя, с другой стороны, так можно любой статус обозначить. Ледяной, с молниями. Так, это я что пропустил? Опять какая-то летняя распродажа. Все же где-то я, да. Ладно. Упустил. Это я беру в дорогу. Клянусь солнцем, даже не верится. Я думал, этот камнеед сотрет тебя в пыль. После такого чуда остается ждать. Скоро прибудет Ванаша и лодка для того, чтобы переправиться на тот берег. О, малыша вывели. Юная охотница. Я рада, что ты согласилась мне помочь. А где же твои люди? У тебя вид, будто тебя пожевали и выплюнули. Ну, в общем, именно так оно и было. Путь свободен. Идем? А ты всегда сразу переходишь к делу, умница. Надо спешить, будет погоня. Не бойтесь, ваша лучезарность. У вас прекрасная охрана. Лишь вроде тайком ушли, какая погоня-то? Ну, типа хищники, машины, ну да. Перебитые, смотри, отряды какие-то. Ох ты. Вот и карха тьмы, и они на меня очень злы. Я их задержу. Спасибо тебе, конечно, но раз я это начала, я и закончу. Хотя от помощи не откажусь. Хуадив, веди Итамина и госпожу на берег. Бережно. Сейчас начнется. Должна признать, после 2 лет под пятой этих фанатиков я буду рада пролить чью-то кровь. Ну, а я пока заряжаю. Ловушки бы не помешали. Я думаю, что тут нужны пушки, а не ловушки. Приготовим для них пару сюрпризов. У тебя Скоро точно мне это нет в запасе понадобится. ловушек? Чего, собери... расставь ловушки. Да, блин, а зачем они? Ну, типа, скрафтить можно. Давай посмотрим. Просто если я сейчас не успею их расставить, то потом я сам запутаюсь в своих же этих. Кройся наверху, вон за тем камнем. Пора заняться подготовкой. Владос, приветствую. Хорошего дня. Привет, видел мою подписку? Что ж, давай их накажем. Нет? А где? Не понял. Ну, подписался, спасибо большое. Если у тебя стоит, типа, этот, как его? Я забыл сказать, конфиденциальность на ютубе, то я не увижу.
Я готов. А если... Ты часом не зомбирован? Какой-то ты странный, ей-богу. Подписка типа пришла. Спасибо большое. Ого, занимательно получилось. Но это еще не все. Чего тоже? Приготовь. Ты на взаимной, что ли? Да это бессмысленная тема, взаимки эти. Так, ну и что? А, еще идут. Неужели ты думаешь, что у тебя есть шанс? Тебе что, заняться нечем? Давай побыстрее покончим с этим. Лучше убегай. А, Карха тьмы. Ну что же, я даже слегка запыхалась. У них же типа, смотри, еще подручные эти есть. Чего запыхалось? Я тут столько ловушек порасставил, а и даже не стоил того. Там сзади какие-то еще войска. Боюсь сглазить, но вроде это все. Что-то вы припозднились. Простите, лодка ждет. Вот я и сглазила. Этот мой. Идите к лодке. Это, боюсь, мне уже не по зубам. Если с ней что-то случится, я очень рассержусь. Никуда мы не пойдем. Ну, у меня что-то телефон сейчас, друзья. Громозев. Ну ладно. Даже будет интересней. А теперь сейчас братка этого перегреем. За кактусом. Все? Дело в шляпе. Как-то, блин, ребят, я честно, вот простите, но у меня такое мнение, я немножко вкинул пару слов, но я уже говорил неоднократно, каждому, конечно, повторяться это уже свихнешься. Но смысла нет никакого в этих взаимных подписках, если вы друг друга не смотрите, допустим, не поддерживаете. Нету в этом смысла. Ну просто число, понимаете? Просто число.
Если, типа, вы как-то взаимодействуете с друг другом, может быть, это и несет какой-то смысл. А если так зашел, давай взаимно, да и все, и забыл, ну, в этом нет смысла. Это мое убежденное, как бы, я не знаю, мнение, проверенное. Там был какой-то год, что ли, 2016 или 2017, когда это все... Вот, зайди ты ко мне, я к тебе, там, взаимно, взаимно, а я тебе зашел, поставил, ты не зашел. Это такая, не знаю, трата времени. Ну, если нравится, смотрит, не нравится, не смотрит. Ничего с этим ты не поделаешь. Работать над собой только, наверное. Чтобы люди приходили. Как-то так. Да, где-то скучно, где-то контент разный. Но каждый выбирает для себя, что ему смотреть. А это взаимно, это только, говорю еще раз, число и все, и не более того. Так, ладно, доберись до берега. Там даже где-то в сообществе, по-моему, есть на ютубе. Если сообщество почитать, там вообще эти штуки, кто занимается, типа, не одобряют. Ну, типа, это ведет к увеличению, как-то искусственному увеличению какого-то числа, там, что-то такое. То есть это плохо. На прогулочную лодку не тянет. Что ж, выбирать не приходится. Давайте, залезаем. И лодка-то нормальная. Из дерева и железа. Нет, я могу, типа, ошибаться. Можете написать свое мнение, я почитаю. Но есть правила сообщества, которым надо, несомненно, наверное, придерживаться. И быть вежливым. Это большое дело. Может, война теперь завершится? Может, но моя война не закончена. Ну, нам еще, да, нам надо по сюжету, на самом деле, спуститься в этот, под городом. Как она называется? Раскопки. Что-то такое. Малой вообще, он, ну, просто малой, да? Он даже не понимает, что происходит. Что туда побежали, сюда побежали. Это в Меридиан мы? Ну да, тут-то короля мы уже спасли. Итамер, брат мой. Ава, да. Ты дома. Тебе нечего бояться. Теперь ты под защитой Дома Солнца. Моей защитой. И твоя мать. Ее не тронут. А Итам, получается... Закон Солнца. Подожди, брат его? Ты То есть это его тетя? Солнца так много. Твоя помощь поистине бесценна. Мы будем вечно благодарны. Благодарю тебя. Пребывай в свете. Вот, ютубер. Ютубер, ты здесь, ютубер? Вот так вот? Я 2 года готовила их побег на запретном Западе, а вся слава рыжий. Мне-то хоть заплатят. Мне-то хоть заплатят. С тобой я поговорю еще. Без тебя я бы не справилась. Хорошо. В другой раз я отблагодарю тебя. Обещаю. Помощь беглецам. Достижением.
Книга в тяжелом переплете, отмеченная символом армии Карха. Хорошую цену, подходи, смотри товар. Торговец. Ладно, я понял тебя, торговец. Ну, на самом деле бы я модификации бы вот эти вот поскидывал. Немножечко, где они? Они никакого мне не несут профита. Что тут от копья? А, это просто урон. От копья. Хочешь что-нибудь купить? История закатной крепости. Товары хорошие, цена честная. Такого не было. Спуститесь что-то в великие земли. А это что это за город? Тут вообще аж три квеста. Но мне типа надо не они. Вот, клятва лекаря. Вот сюда вот мне надо сходить, помочь малому. А потом спускаться. Да, все-таки по сюжету надо валить. Валить сюжет. Потому что это все вот это вот. Помоги, спаси там. Нет места. Вот это тут бутылочек. Надо приметить это место. Просто 4 бутыля. Четыре бутыля. Так, идти прямо. Что там по навыкам? Типа 2 очка. Можно, опять же, эту длинношея сейчас обуздать, открыть карту. По идее, еще должно 1 очко навыка дать. Еще один сигнал? Ну, нам чё, плохо? Я приближаюсь к источнику сигнала. Вопрос только, как на него залезть. Проговори с Галвином. Пустыня, машина. Павел, приветствую. Хорошего дня. Привет, сотрудники рассказали, что к лету... Павел, я не понял твою... А к чему ты это? Штука. И бьет мощно. К тому, что вообще все будет плохо, да? У них там. Гаси пушка. Да куда ты? Ну вот, начинается. Мои... Чего, Паш?
Мне нравится твое прохождение игр на PS5, Xbox Series. Слушай, я как-то, знаешь, я особо... У меня нету плоек. Ну, типа, если игра оптимизирована под ПК, то я играю, и... Опять же, это по советам игроков. Конкретно я не выбираю, там, она плойка или Xbox. Блин. Вот он там настрелял-то, настрелял. Чего? Last of Us? Да там... Нет, игр-то полно в разработке. Понял, что не понял? Вот и я тоже немножко не понял. Сейчас такое типа время, что... Ну, допустим, как она? TTH Before отложили запуск на год. Год вроде вот подходит, а они опять отложили. Условно, рогалик пошаговый. Тоже там одна игра. Все откладывается, никак не выйдет. Типа особо не заморачиваюсь с этим датом выходом. Потому что тут сейчас... Непонятно, во что верить или что ожидать. На PlayStation 6. А там PlayStation 7. А там PlayStation 8. Кто там дерется? Можно запрыгнуть на день на шею. А это не тот, которому мы должны помочь? Врач. Эх ты, прям в баллон ему. Atomic Hearts, не знаю. Но не прям на выходе. На выходе прям, честно скажу, не знаю. У меня нету средств. Если дадут разрабы, то да. Поиграл бы с удовольствием в новинку. Но с покупкой не могу себе позволить. Скажем прямо. Так, ладно, пойдем эту до какого длины шеи сейчас подождем. Хогвартс Легаси. Слушай, смешанные все это. Не, планировать можно много чего, Паш. Ну, прям реально много чего. Лишь бы это доставалось. Потому что это все покупка. Смотри, там получается, что через... как она? Я забыл этот магазин-то. Не столь важно. Короче, ключи в России продает. Там нет активации ключей для Steam. А у меня плоек не находится. У меня только ПК. Там надо переносить, переходить там на Казахстан. Вот это вот все. Я не заморачиваюсь. Не дают. Не позволяют, значит не позволяют. Будет возможность, поиграл бы. А вот скажи мне, пожалуйста, когда будет игра Мираж? Час, если не соврать. Но я тоже располагаю такими же источниками, наверное, как и все. Сейчас, секунду. Ну, вроде бы как 23-го года. Сейчас, извини, мне только надо найти этот Мираж-то. Если его опять же перенесли, потому как я не могу читать там никакую информацию у Ubisoft.
где у нас Мираж-то? Сейчас, если позволишь немножко времени, я поищу. Redfall, Амнезия Бункер, Джедаи 23-го. По-моему, Мираж я смотрел, тоже 23-го выйдет. Скулбонус тоже 23-го. Ну, как только подойдет это к релизу, ну, он TTH Before в марте обещали этого года, теперь на ноябрь перенесли. Ёлки-моталки. Сталкер 2 23-го года. Left 4 Dead 3 23-го. Mass Effect 5 даже выйдет 23-го. Но это, опять же, это все по календарю. Мафия 4 выйдет 23-го. А ее что-то я не вижу. Мне надо посмотреть, либо я невнимательно смотрю. Но Мираж вроде тоже должен был в 23-м году. Могу ошибиться, но последний я это видел в календаре. А на официальном сайте я не могу прочитать. Так-то я жду Assassin's Mirage, ну, честно, потому что я прошел все эти части, и мне понравилась серия Assassin. Именно сюжетчик. Как-то так. Да опять, небось, перенесли юбики. Они там что-то мутят, крутят. Выйдет игра вообще Uncharted 5? Не знаю, не слежу, не играл ни в одну часть. Слышал, видел, что, ну, геймплей немножко хорошая игра. Относительно, ну, для каждого. Приключенческая там и так далее. Я сам не играл. Поэтому не слежу, не могу сказать, что там выйдет. Да, наверное, выйдет. Тут, как правило, если игра, наверное, заходит каждому, ну, допустим, зашла игра, люди там приобрели, покупали, то они стараются следом какую-то серию выпустить. Получилось. Теперь надо добраться до головы. Ну, это чисто мое мнение. Ну, Mass Effect 5, то, что там в календаре, значит, они уже заморачиваются данной игрой. Хотя Андромеду я не проходил. Мне не сказали. То есть мне сказали, не проходи, говорит, это не понравится там туда-сюда. Ну ладно. Так, подожди. А где тут? А, вот. По всему кругу надо пролезть. Паш, ты можешь мне не задавать, когда там выйдет FIFA или когда там выйдет это. Календарь вбей в поиске, в календарь игр. И там все игры, которые тебя интересуют, ты можешь посмотреть информацию. У меня как бы не надо это спрашивать. Я не всезнающий. Меня то, что интересует, я смотрел. Готово. Так, пойдем, ладно, спустимся теперь. Так, где у нас квест? Ладно, пойдем по квесту. Да, вот, и дали нам 1 очко наука как раз таки. Силача, давай, да, вот сюда вот. Силача вырубать будем. Охота заканчивается, бой начинается. Че, я живу в Киеве, у меня 16 марта день рождения. Ну, я очень рад за тебя. Я ж как бы не интересовался, где ты живешь. Так, надо стрелы другие. Они меня ищут. Орудие холода.
Ну куда пошел? Стой. Ага. Уже билеты купил, Павел. Да я понял, что ты уже не Павел, а тебе не 16. Дальше можешь не утруждаться. Так, где наш врач-то? Елки-палки. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Идем. Хорошо. Че, посоветуй мне, пожалуйста, стоит мне покупать PlayStation и Xbox Series? Слушай, ну я не могу тебе советовать это. Это уже типа твой выбор. Как я тебе могу советовать того, что у меня нету? А тем более к покупке. Покупка — это такая щепетильная тема, что каждый, я не знаю, выбирает сам, наверное, для себя. Что тебе насоветуют, ты скажешь, что ты мне насоветовал. Потом будешь виновников бегать искать, опять же, в своих ошибках. Поэтому думай сам. Тем более в тех моментах, в которых я, ну, совсем не имею представления. Пока. Что? Так, подожди, а как нам тогда спускаться-то-то? Мы не разобьемся, ребят? Ну, надеюсь, что нет. Приезжай, говорит, ко мне в Киев. Я, наверное, сюда приеду только по-другому. Поводу. Тихо, ты не падай, только не падай, не падай. Все нормально, нормально. Обошлась. Костерочек. Паш, у меня вот вопрос. Ты неужели так со всеми общаешься, что это самое, заходишь и спрашиваешь совета, и что, когда? Даже не надейся, что тебе здесь будут рады. Тебя всего лишь... Это ты, Галиф? Лекарь? Я планировал провести этот день в тоскливом созерцании земель, куда меня изгнали. Но ты не из закатной крепости, а это любопытно. Я пришла из лагеря беженцев. Там больная девочка. Ее брат сказал про тебя. Сразу нет. Что? Нет, я не могу потратить на нее Говнюка ответ, да? своего времени. Мои запасы... Мы тебе найдем лекарство. Вместо чистых повязок мне приходится накладывать какие-то грязные тряпки. Ты ей не поможешь? Поставь себя на мое место. Что мне делать? Я могу пополнять запасы лишь одним путем. Контрабандой. Это дорого. Бегемотова доля уходит солдатам. Еще, конечно, нужно обслужить цитадель. Что осталось, уходит аристократ. Поставь себя на мое место. Что ж, в таком случае, боюсь, нас с тобой просто... Так, давай мы тебе поможем. Мешает мне притащить тебя силой. Во-первых, переполох поднимется. Тем более, вряд ли ты захочешь лишить Силой, говорит. тьмы их единственного лекаря, так ведь? Мы едва знакомы, но соблазн велик. Обращайся в цитадель. Они решают, кому жить, кому нет. Ты даже не Вообще нормально. какое наказание меня постигнет, если я потрачу последние запасы на какую-то беженку. Это ребенок, идиот. Тина, ты, а не лекарь. От совести нет лекарства, но за время службы я выработал к ней иммунитет. И все же, если ты так переживаешь за эту свою девочку, сделаю благородный жест.
только в обмен на сердце Громозева. Тоже мне благородство. Это честная сделка. Эта деталь у меня есть. Во. Значит, мы договорились. Поможешь девочке, оно твое. Я подожду. Да брось, клянусь тебе, эта девочка еще застанет наше скорбное будущее. Нас не должны видеть вместе. Иди вперед меня в трущобы, я тебя найду. Все-таки из толпы ты выделяешься. Так, ну пойдем. Чего? У меня нет друзей, нет чего. Надим давно все смеются, прикалываются. Ну слушай, ну я не психолог, не врач, я и так стараюсь с тобой более дружелюбно разговаривать. Но это не про это тема, чтобы изливать душу. Прошло уже 2 года. Что? Я ведь еще ребенок. Так, ну где? А где, подожди, лекарь-то? Он не подошел, что ли? А, вот он. Это ты? Здравствуй. Я привела к вам лекаря. Как тебе? Чем мы заслужили такую... Нет, стой. Даже спрашивать не хочу. Да не надо извиняться, не за что тебе извиняться. У каждого жизнь своя. Не заморачивайся. Приложит все усилия. Так ведь? Если только меня перестанут отвлекать, да. Все, что ли? Спасибо огромное, что подарила сестре шанс. Так, теперь ему сердце надо отдать. На ее щеках снова заиграл румянец. Видишь? А, все, ребят, помогли девочке. Я понял. Так, у нас следующий идет по заданию. Это вниз спускаться. Ну и дальше надо осмотреться. Вот за сегодня мы... А это что такое? Конвой. За сегодня у нас по 3:20 по стриму, но в основном проходили одни квесты. Чего? Скажи, какие игры ты ждешь? Dead Happy Before, Мираж, там Пираты Карибского моря, возможно, Сталкер. School бонус навряд ли. Разношерстная команда, Рогалик. Все-таки жду. Ну, как-то вот так. Я сейчас не могу тебе что-то такое конкретно прям сказать, что что-то я жду. Вот. Но вот какие-то игры хотелось бы посмотреть, я вот их перечислил. Даже поиграть скорее хотелось бы. Сначала мы потеряли учителя. Конкретных нету игр. Теперь еще и Итамина. Неужели? Ладненько, ребятки, давайте тогда сегодня остановим. Я уже немножко сам начинаю томиться с этого. Ходим, помогаем. Следующий город еще какой-то будет. В следующем городе опять какая-то будет помощь. Ну, сюжет нас ведет. Сюжет более или менее понятен. Это искусственный интеллект, который захватил это все человечество. Кто-то пытался как-то этому противостоять, кто-то нет. Вот, кого-то съели. Как мы вообще родились, то наши родители. Но я понял, что у нас родителей нет, у нас какие-то гены, из генов создали. Но то, что машины типа пожирали все живое, выдавая себе, ну, якобы, может быть, топливо, какие-то ресурсы, это мы уже поняли. Ты разбираешься в игровых компьютерах? Относительно. Я на уровне, на любительском. То есть, если какие-то там конденсаты, какие-то кондиционеры, я в этом вообще не заморачиваюсь. Что-то среднячковое берешь, покупаешь, ставишь, играешь. А зачем тебе, если ты хочешь себе плойку? Немного непонятный вопрос. Не, вот ноутбуки нет. Я вообще не рассматриваю их. Я чисто
Знаешь, моя позиция проста. Я не такой, скажем, любитель этих вообще ноутбуков, потому что лучше для меня ПК. Но ноутбук имеет свойство, ну, как бы, в наших обыденных делах. Ну, то есть посмотреть какой-то фильмец, информацию, поработать там, что-то такое. Да, я рассматриваю. Но какие-то ноутбуки, опять же, это тем более не гейминг. Я их вообще не считаю, что они игровые должны быть. Это моя позиция. Поэтому я в них не силен. Если мы готовы взять какой-то ноутбук, допустим, с женой, то мы будем брать какой-то простенький. То бишь, условно не дорогой, но так, чтобы можно было на нем поработать, какие-то документы там поделать. Ну, спасибо за общение, спасибо за обратную связь. Так ты сам можешь, Павел, посмотреть. В чем проблема-то? Не вбей номер, да посмотри. Вот, давайте. Всем удачи, всем добра, друзья. Встретимся завтра на Horizon Zero Dawn Complete Edition прохождение. У нас будет 17 серия, 17 часть. Приходите, кому интересно все-таки. Вот, и добра вам. Хорошего вам дня, вечера. Увидимся, услышимся. Всем до завтра. И пока.